Друзья, сегодня я с вами хотел бы поделиться, как у меня устроен пруд, как этот пруд переходит в зимний сад, как это все выглядит, насколько все это эстетично, решать вам. Вот, по мне так получилось очень неплохо. Зимой у нас здесь стоит очень много растений. Вот, досвечивается он прожекторами такими достаточно мощными. Сделан подкоп здесь под бетонной этой балочкой. И пруд выложен целиком из пленки. Размерами не помню, какие сейчас, но, по-моему, 6х9, по-моему, был кусок. Пленка бутилкаучук. Раньше у нас стоял фильтр, вот в данном месте стояла 200-литровая бочка и фильтровала через нее фильтровался весь пруд. На данный момент необходимость в этом отпала, потому что я сделал биоплата. Биоплата решила все вопросы. Как делать биоплату, смотрите на канале, я уже рассказывал это раньше. Смотрите, как мы приучили рыб кормиться в этом месте наших. И проголодались, пришли голодные. Сейчас я их покормлю. Какие плавают уже свиньи какие. Сейчас я вам насыплю еды. Так, смотрите, друзья, что будет сейчас. Здесь у нас система раздвижки. Вот там москитные сетки. Вот убираются, получается вот такое пространство. Москитки всегда у нас закрыты. Пространство сверху лежит балка, лиственница. Пролет 4 метра. Здесь несколько лиственниц, скрученных между собой. Что по устройству пруда я вам хочу порекомендовать. Первое, смотрите. Обязательно делайте много террас. То есть по всему периметру пруда, по всему делайте полочку там сантиметров 30, наверное, шириной, вот, на которую вы сможете поставить прибрежные растения. Видите, здесь у нас император растет, там сусак, зербина, камыш и прочие растения. Дальше идет ступенька, и следующая идет. На следующую террасу уже можно поставить по весне нимфеи, те растения, которые надо побыстрее поднять с зимы. Вот они поднимаются, потом их можно пониже опустить. Ну и дальше у меня самая низкая часть, это у меня вот 1,60 м, как я уже говорил. Вот. Но при этом нимфеи у меня стоят в огромных ящиках, такие ванвиза. Вот сорт, это который вот прекрасно цветет. Видите, сейчас желтый. Цветов. Желтая сегодня, больше 20 цветов, я говорю, уже сегодня. Вот эти ящики, 2 ящика белая ванвиза у меня стоят на скамейке, приподняты. То есть у них до ящика расстояние где-то метр до поверхности воды. Эти ящики заполнены землей где-то наполовину. Сверху закрыта сетка ячейкой 5 сантиметров, для того, чтобы рыба туда не ныряла и не ковыряла этот грунт нимфеи. Вот, обязательно так делайте. Не засыпайте ящик полностью землей, иначе нимфея не сможет расти через эту сетку. Обязательно пространство там сантиметров 10, наверное, обязательно надо оставить для нимфеи, а то и больше. Биоплата. Как вы видели, биоплата — это отличный механизм очистки пруда. Делайте биоплата, и не будет у вас ничего не цвести, не нужны никакие ультрафиолетовые лампы. Люди делают и плавательные пруды вместе с рыбами. У меня здесь находится порядка 30 кой крупных, размерами уже под 30 сантиметров есть некоторые экземпляры. Так вот выглядит все это с балкона. Естественно, желтая пенас, вот такая она огромная уже становится. А это наш маленький пруд, который мы используем только для нимфеи. Там нет рыб. Это
Это прудик только для нимфей. Глубина у него 70 сантиметров. Небольшой глубины. Ну вот, для нимфей это то, что надо. Всем привет.